абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории, мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать? Третье. Фронт для России, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, то фронт для России прежде всего, ну, естественно, и для нас, будет увеличен на 1500 километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка, с учетом того, что у войск НАТО и стран, которые поддерживают Украину, с учетом этого, что они введут свои войска на территорию Украины, и эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого. Поэтому, ну и есть ряд других причин, гуманитарных, там, семьи наши. Вот я вчера получил доклад нашей разведки о настроениях по ту сторону границы украинской и в Беларуси настроения. Там же все переплетено. В Украине живут семьи белорусов, в Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу, белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено. И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет. Поэтому мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что эта проблема всегда существовала в средствах массовой информации. И я вам искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Да, говорит, мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт, неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы. Вот если честно отвечать на этот вопрос. Ну, я вам скажу так, что вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну, а Зеленский подыграл. Он еще начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты чего молчишь?
Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления.